Когда я делал оригинальный ролик, я и подумать не мог, что найду столько поддержки и даже просмотров. Делая его, я в первую очередь хотел показать, что Sonic 06 не такая уж и плохая игра, и уж тем более не самая худшая. А если приложить немного усилий и начать исправлять ее то там, то тут, то может получиться даже лучше оригинала. Разумеется, после нашумевшего Project Hero, P06 смотрится уже не так круто, но давайте сегодня мы немного дистанцируемся от шедевров и лучших трехмерных геймплеев, это я про Спарка 2, если что, к чему-то более приземленному, специфичному и кому-то, возможно, родному. С вами Сумочкин, а это обзор второй демо Sonic P06. Скажу сразу, что обновлений в технической и визуальной части вышло довольно много. Где-то баги пофиксили, где-то эффектов добавили, а где-то вставили камеру, которая была в демо-версии с ТГС. Со всеми этими нюансами вы можете ознакомиться сами в приложенном замок, а не замок. А замок пускай пойдет из Соника, достал уже. Со всеми этими нюансами вы можете ознакомиться сами в приложенном вместе с игрой changelog. Ну а я же рассмотрю наиболее крупные обновы, которые сразу бросаются в глаза, а не только тогда, когда ты про них прочитаешь. Начнем по традиции с меню, и разумеется, первое, что вы должны в нем сделать, так это сбавить все настройки на средние. Ибо по умолчанию игра всегда будет думать, что у вас топовый рузер 666, производства Fapert Games, с их фирменным слоганом «Ничто не лагает, всегда лагает». Можете, конечно, и поэкспериментировать, но для более гладких ощущений советую поумерить аппетиты, а максимальные настройки можно и на ютубе посмотреть. С лаконичным названием Max Graphics. Звучит как ник какого-то топового блогера или суперзлодея. А, так они же одно и то же. Ну так вот, плавно переходя к изменениям, в настройках графики игры вы более не увидите столь желаемые дополнительные фичи, как таргет хоуминга или смена анимаций. Теперь они запрятаны в секции экстра, в которую залезть догадается только самый отчаянный, ибо искать подобные настройки в меню, которое могло похвастаться лишь роликами да аудио, догадается не каждый расхититель гробниц. Так или иначе, здесь вас ждут и уже привычные таргет хоуминга, и анимации с демо-версии, и камера оттуда же, да еще и с E3. Правда, камеру менять я вам категорически не советую, поскольку разработчики с ТГСа, видимо, решили, что игрокам будет интереснее смотреть на волосатую жопу Соника вместе самой игры, и запендюрили такой охуенный зум, что играть становится вообще невозможно. Далее, замечаем до более интересные параметры. Spin эффект и Jump Dash Time. Spin эффект и Jump Dash Type. И вот тут, ребята, кроется целая история. Ведь с момента первой и полторашной демо я активно следил за твиттером нашего покорного слуги, чекал апдейты, ждал анонса, получал райдер себе в лицо. И вот после выхода небезызвестного вам Project Hero, Chaos X так сильно проникся этой игрой, а в особенности тем, как прыгает Соник, а-ля первый Adventure, что решил всенепременнейше добавить подобный в свою 0.6. И если вы выставите оба эти параметра, то вы получите довольно неплохой Adventure Experience. И шарик-то у Соника у нас каноничный, и выстреливает он им после удара прям как в Adventure. Ну просто не демка, а сама мечта. Трусы у Adventure фагов уже мокрые. Последним пунктом в меню выступает тестовая комната с двумя вариациями. Первая Chaos X, вторая самих Sonic Team с барского плеча. В комнатах можно менять персонажей, забираться на всякие горочки, вот только без физики и моментом возиться на них все равно, что ёршиком по заднице. Но для мимолетного фана и теста всех персов сойдет. Еще там есть кастомизация интерфейса, но этим вы уже займетесь самостоятельно. Теперь же перейдем непосредственно к игре. В меню выбора персонажа все так же маячат эти два мудиня, и сделать с ними вы ничего не можете. И нет, Шадива в игре нет! Даже не пытайтесь, Шоди в данный момент поясняет Филиппе за Эдж. Так что во вторую дему заскочить не успеет. Что же касается Соника, то ему, да и двум другим зачем-то подрисовали какой-то странный контур. Будто их криво вырезали на хромакее. Смотрится крайне нелепо, да и я тоже так могу. Выборов синего, а другого выбора и нет, к нашему взору предстоит селектор уровней, и к двум уже знакомым, Wave Ocean и Kingdom Valley, добавились еще три. Это Dusty Desert вместе с Элис, Flame Core с Наклзом и Radical Train с радикальным поездом. Первые два уровня каким-то кардинальным изменениям не подверглись. Эксперимента ради Chaos X решил вставить на Wave Ocean ускоряющие ветровые кольца, дабы этап с китайским серфингом Соника по воде выглядел хоть как-то убедительно. Ну, что я могу сказать, задумка хорошая, реализация красивая, теперь на эту тропинку вообще невозможно залезть, спасибо, блять.
Но я все еще считаю, что добавь он просто анимацию бега по воде, уже было бы намного лучше, и никакие кольца не понадобились. А так, ну, есть и есть. Дорожка, сука. Переходим к новым старым уровням. Dusty Desert. И тут все как начнут бежать, плеваться кислотой. Уровень Селис. Во-первых, я не отношусь к тем, кто считает это противным или неправильным. Нет, Сумочкин очень романтичный человек, и любви все твари покорны. Ну а во-вторых, мне нравится сама задумка уровней и в целом реализации. Вы по сути все тот же Соник, только теперь несете прекрасную даму на своих макаронных руках и своей силой любви создаете защитный щит. Защитный щит? Огонь горячий. Лед холодный. Лед холодный. Враги враждебные. Что же касается реализации уровней в демке, то у меня никаких нареканий. Разве что почему-то таргет хоуминга не работает, но и без него можно легко разобраться. Сам уровень быстрый, а если знать где идти, то и совсем не сложный. Своим защитным щитом... Вы можете отталкивать все, что встанет на вашем пути, делая этот уровень еще и забавным. Ну а чтобы окончательно вас добить и заставить захлебнуться своей же кислотой, в меню можно включить японскую озвучку, и Элис из глупой и назойливой бабы превращается в милую японскую тям. Тяф. Тяф. Следующим идет уровень побольше и поинтересней. Огненное ядрище в первую очередь может вас порадовать своим визуалом. Эффекты лавы, освещения, великолепно. Сам уровень не претерпел никаких изменений, а только стал краше и лучше, ведь с более отзывчивым управлением Соника, таргетом хоуминга и, прости Такаши, лучшим лайт-дэшем ever, этот уровень проходится на одном дыхании. Ну а самым главным улучшением, что внес Chaos X, и которое присутствует в каждом комментарии на ютубе под второй демо, такая банальная вещь, но всем это понравилось! Лава не лишает вас всех колец, а забирает по одному, как при обстреле. Sonic Team. It's beautiful. В 0.6 лава была вашим вторым домом. Вы в нее падали, этот кривоногий в нее садился и грел свою задницу, а колечки вставали вокруг вас, как заправские пионеры. Встаньте, дети, встаньте в круг. Ничего подобного здесь нет. Он ходит по лаве, теряет кольца и даже понемногу в нее проваливается, тем самым уровень стал в разы безопаснее и намного справедливее. Но, конечно же, не Соня, главная звезда этого уровня, наш старый хрипой Наклз, где, как вы помните, под него выделялась небольшая секция с зажиганием бестолковых сфер. Этап, мягко говоря, не из лучших. В нем вообще никакого смысла нет, так еще и муторные твари. Вы ищете эти проклятые залупы, зажигаете, а Наклз такой медленный, будто 10 раз успел обосраться в свои штаны. Хотя штанов у него нет, но, сука, такое ощущение, что есть. И вы тащитесь. Все такое тугое, говно тяжелое в штанах. Залуп 5, зажигаете 4, идете к 5, а первая уже погасла. И вы давайте за ней менять лампочки в туалете, господи. Короче, ничего подобного нет в P06. Я, честно говоря, в шоке. Я не понимаю, почему так происходит. Может, Наклз стал быстрее, может, сферы дольше горят. Но я их зажигаю одна за одной, без каких-либо проблем с первого раза. Я вообще поначалу посчитал, что их стало меньше. Уж больно, сука, это легко проходится. Но нет же, ровно 5. Этап стал просто элементарным. Ну, а Наклз воссоздан в своем первозданном виде. У него есть тройное комбо, оглушающий электризующий штопор в землю, хоуминговый штопор во врагов. Теперь, благодаря таргету хоуминга, как я задолбался это говорить, вы всегда будете знать, ударите ли вы врага своим или нет. Да, при том, что у него все еще походка как навстречу Иисусу. Более про Наклза сказать-то и нечего. Он точно такой же, как 0.6, спецэффекты улучшены, таргет помогает и все работает. Увы, ничего нового или улучшенного, как, например, у Тейлза, у Наклза не присутствует. А до Project Hero здесь как Sonic Team до Nintendo. Последняя новинка идет Radical Train, и про него опять-таки мало что можно сказать. Уровень полностью воссоздан, матч-спид присутствует, а благодаря обновленному Сонику проходится почти моментально, хотя в оригинале я сидел минут по 10. Матч-спид, благодаря тому, что Соник, врезавшись во что-то, не теряет кольца и не начинает вертеться в припадке колбасы, а спокойненько отталкивается и продолжает бежать, проходится ну вообще в легкую. Помнится, в 0.6 это было целое спартанское испытание. Вы весь уровень копили жизни, дабы все подчистую слить на этом долбанном этапе, и, сука, я иногда сливал
переигрывал все и проходил все заново. Здесь же вам стоит опасаться только резкого поворота в начале и вся. Этап элементарный, сам уровень легчайший. Chaos X молодец. Упомянуть стоит также и гемы для Соника, вы же их помните? Помимо того, что они теперь разбросаны по разным частям света, никто не забыл про самый главный, радужный, дающий силу Суперсоника, кое в полторашной демо открывался путем получения сранка на одном из 2 уровней всего-то. А тут... Сранки должны быть получены со всех драть их в сраку уровней! Сраные сранки! Набрать вам нужно 50 тысяч, и боже раздери, Юзинаку, я не могу это сделать! Со всеми скиллами, знаниями уровней и какашек, вдоль и поперек! Единственное, что мне, да и возможно вам светит, так это жалкие 30к или 40. И это с учетом того, что вы умирать не будете. Вы должны буквально попасть в каждую радужную залупу, замочить каждого врага, да еще и сделать это быстро, ведь тайм-бонус ваш друг, а друзей у вас с учетом того, что вы играете в 0.6 не так уж и много. Короче, Kingdom Valley я сумел добить тупо потому, что он самый долгий и собрать на нем очки проще всего, но все остальные вообще не я. Так что про обновленного Супер Соника я не смогу рассказать. Смотрите, блять, на ютубе Макс Графикса. Можно было бы хотя бы этот чертов гем в тестовый уровень повеселиться, но хер там был. Ты его должен сначала достать. Обосраться, просто садистское решение. Ибо видит бог Идзуку, идут эти сранки в сранку. Ой, подводя всему вышесказанному итог, выставляя ранг 2 демо, я могу лишь только поздравить Chaos X, ведь его демо отныне стало самым масштабным портом 0.6 из всех существующих. 5 уровней из оригинальной игры в их первозданном виде, 3 персонажа с разной степенью улучшенности, новая шикарная графика и лучи света, доработанные механики, прыжки из адвенчура и многое другое. Есть, конечно, за что и пожурить, но, возможно, это я такой жопорук, и вы эти сроки в счет достанете. А больше мне, как всегда, сказать нечего. Ждем новых обновлений и следующих демо. И уж будьте уверены, появятся они не скоро. С вами был Сумочкин, и помните, взрывы топ, но они не сравнятся с подрывом моей срани.